Аэропорт Гибралтар-Нордфронт – единственный, где взлетная полоса пересекается с оживленной автомагистралью. Ничего подобного нигде в мире больше нет. Аэропорт расположен на крошечном полуострове площадью в 6,8 квадратных километров. Нехватка пространства на этом полуострове просто катастрофическая, потому единственная взлетно-посадочная полоса аэропорта пересекает самое оживленное шоссе под названием Уинстон-Черчилль-авеню, ведущее к сухопутной границе с Испанией. Когда самолеты садятся или взлетают с взлетно-посадочной полосы, дорожное движение на шоссе прерывается с помощью шлагбаумов и светофоров, подобно тому, как это происходит на железнодорожных переездах. Такая ситуация возникла вследствие крошечных размеров Гибралтара, который состоит из южной скалистой части и северной равнинной части, песчаной косы, соединяющей скалу с испанским берегом. Неудивительно, что взлетно-посадочная полоса и шоссе создают друг для друга помехи. Автомагистраль с интенсивными грузоперевозками сдерживает количество авиарейсов, которых в самые интенсивные дни полетов не может быть больше 7. При взлетах или посадках самолетов каждый раз движение по шоссе Испании, Гибралтар перекрывается. Среднее время перекрытия трассы – 10 минут. В дни с интенсивными полетами оно достигает 2 часов. Между тем, несмотря на сложности и высокие риски в работе наземных и воздушных диспетчерских служб, на перекрестке авиалинии и автомагистрали дорожно-транспортные происшествия ни разу не зафиксированы. Аэропорт Кайтак, бывший аэропорт в Гонконге, являлся главными воздушными воротами территории с 1925 по 1998 года. Международный аэропорт Кайтак в Гонконге закрыли 20 лет назад, но его экстремальные условия до сих пор помнят пилоты, кому довелось в нем садиться. Аэропорт построили в 1925 году на осушенном морском дне в заливе Кулун напротив острова Гонконг. Расположение аэропорта было необычным, он находился в низине, окруженной горами и водой, а позже жилыми кварталами. В ранние годы Кайтак использовался летным клубом, а также был военным аэродромом, но после Второй мировой войны стал базой для местной авиакомпании Cathay Pacific. В 1958 году из-за увеличения спроса здесь построили новую взлетно-посадочную полосу 13/31. Она упиралась в горы у бухты Виктории и в силу сложностей, связанных с посадками на нее получила прозвище «Сердечный приступ Кайтака». Самолет, который заходил на посадку на полосу 13/31, начинал снижение над бухтой Виктория с одним из самых оживленных портов в мире, а затем двигался над перенаселенным городом-крепостью Коулун. Затем пилот должен был заметить Чекаборд-Хилл, оранжево-белый флажок над парком, и резко взять вправо. На расстоянии всего в 3,7 километра от взлетно-посадочной полосы самолет входил в разворот на 47 градусов в 200 метрах над землей на скорости около 300 км в час. Затем низко пролетал над многоквартирными домами и шумными улицами города. Только после этого его шасси касались земли, скорее всего, это сопровождалось вздохом облегчения как у экипажа, так и у пассажиров. Жителей города столь экстремальные заходы на посадку впечатляли не меньше. По словам местного жителя Марка Секера, у садящегося самолета можно было рассмотреть каждую заклепку на фюзеляже и рельеф шин на шасси. Он считает, что низколетящие самолеты стали настоящей легендой Гонконга, и ему жаль, что теперь их нет. С 6 июля 1998 года все рейсы были переведены в новый аэропорт Чоклопкок. Самая опасная взлетно-посадочная полоса в Матикане – аэропорт в королевстве Лесото, Южная Африка. В крошечном африканском королевстве Лесото взлетная полоса длиной 416 метров расположена на краю ущелья на высоте 2,303 метров, так что самолет падает примерно на 600 метров, прежде чем начать лететь. По словам пилотов, есть возможность, что, достигнув конца площадки, самолет не оторвется от земли. Правило полета в горах заключается в следующем: лучше взлетать по ветру и под гору, чем против ветра и в гору.
При проектировке аэропорта предполагалось, что взлетающий самолет должен совершать свободное падение для набора необходимой полетной скорости. По данным СМИ, входит в число самых опасных аэропортов, взлетно-посадочных полос мира. В 2009 году в целях безопасности аэропорт был закрыт для местных и международных авиаперевозок, но продолжает использоваться для частных рейсов малой авиации, в том числе благотворительными организациями и врачами для оказания помощи жителям деревень, находящимся в этом районе. Аэропорт принадлежит африканской группе компаний Matecane Group of Companies, предоставляющей также услуги по местным авиаперевозкам. Аэропорт Паро, один из 4 аэропортов в королевстве Бутан, имеет единственную взлетно-посадочную полосу с асфальтовым покрытием. Расположенный в 6 километрах от города Паро на высоте более 2000 метров в тесной долине реки Паро, аэропорт окружен вершинами-пятитысячниками, поэтому считается одним из сложнейших на планете. Аэропорт Паро – самый крупный в Бутане, его пассажирооборот составляет более 30 тысяч человек в год. Аэропорт находится высоко в горах, на высоте 2237 метров над уровнем моря, в плотном кольце Гималайских гор, острые пики которых достигают 5500 метров. Из-за сложного рельефа местности он считается самым опасным в мире. Воздушные ворота Паро функционируют только в светлое время суток и при хорошей видимости. Посадка авиалайнеров в аэропорту производится в условиях высокой турбулентности. После того, как пассажиры пристегнут ремни, воздушное судно ныряет в узкое ущелье и начинает лавировать между горами. Порой горные вершины и приютившиеся на них строения находятся так близко, что авиалайнер почти касается их крылом. Когда самолет минует последний горный хребет, впереди появляется взлетно-посадочная полоса. Немалая сноровка требуется пилотам и во время взлета авиалайнера. После того, как судно отрывается от земли, ему приходится двигаться по воронке над аэропортом до тех пор, пока оно не поднимется над горами. Взлет самолета, как и посадка, сопровождается сильной турбулентностью и напоминает американские горки на высоте 4000 метров. От пейзажей, мелькающих за окном, у пассажиров захватывает дух. Время вылета и прилета самолетов в Паро зависит от местных метеоусловий, поэтому оператор аэропорта, государственная компания Drac Air, не может гарантировать, что все ее рейсы будут выпущены по расписанию. Задержки рейсов, связанные с нелетной погодой, порой достигают 12-24 часов. Это нужно учитывать при планировании пересадок в других аэропортах мира. В этой горной стране нет железных дорог, сюда можно попасть только через международный аэропорт, расположенный в долине Паро. Посадочная полоса на пляже, аэропорт Принцессы Юлианы, расположенный на острове Сен-Мартен. Он находится на Карибах в 300 километрах от Пуэрто-Рико, и отдыхающих сюда привлекает не теплый песок и синее море. Сюда отправляются за непередаваемыми острыми ощущениями, ведь буквально в 10-20 метрах над пляжем и туристами с грохотом проносятся заходящие на посадку гигантские авиалайнеры. Опасное, но завораживающее зрелище. Пляж Маха-Бич находится совсем рядом с международным аэропортом имени Принцессы Джулианы. Из-за короткой длины взлетно-посадочной полосы, 2180 метров, самолеты вынуждены приземляться как можно ближе к ее началу, пролетая прямо над головами отдыхающих на высоте 10-20 метров от земли. Этот пляж пользуется огромной популярностью среди любителей острых ощущений и фотографов, желающих запечатлеть низколетящий гигантский авиалайнер. Международный аэропорт Принцессы Юлианы находится в нидерландской части острова, и уникален тем, что его взлетно-посадочная полоса начинается почти прямо у пляжа Маха, и так как ее протяженность не очень большая, всего 2300 метров, все самолеты заходят на посадку в очень низкой высоте прямо над пляжем. Несмотря на сложные условия для посадки, ни одного крушения до сих пор не было зафиксировано.